нет ни ресурсов, чтобы доллары не обеспечены. Они, вот эта масса долларов, которые крутятся в стране, они кое-как ее отслеживают, чтобы она не росла. Остальные доллары выводятся куда угодно, лишь бы их выкинуть из страны. Вот. И фактически вот этот процесс, он их замучил, они устали. Поэтому Америка, это вот то, что сейчас происходит, похоже, что Америке долго не жить. Америка должна рухнуть, а ее должна заменить Россия. И если вот этот проект Кургиняна, вот как сохранение России, не расчленение, это как раз подарок вот этому проекту. Вполне возможно, что это. Я не говорю 100%. Но вот так все складывается, потому что удивительное дело, они заинтересованы вот в этом проекте. Ведь если так вот разобраться, вот они спорят. Млечин, там, Сванидзе, там, и вся эта компания, все эти либералы, вся эта огромная масса сионистов, которые сейчас стали либералами, они там спорят с Кургиняном, там они что-то доказывают, там они там бьются насмерть, там, на экране наших голубых телевизоров, но они же могут это просто сделать. Просто ухлопать того же Кургиняна, разогнать весь его центр. Это же сделать, расплюнуть. Они вон уничтожили парламент, который им мешал. Расстреляли парламент, все было кончено. Мгновенно. Все это было сделано за один день. Ну почему вот этого Сергея Ивановича бы не прихлопнуть? Это было бы... Зачем с ним спорить? Зачем с ним воевать? Ну, говорят, что он еврей. Ну, есть отступники. Может, он и правда еврей. Отступник. У него с головой не в порядке. Не хочет служить Сиону. Он не хочет работать на них. Уперся. Вот стал таким вот. Ну, и не продажный, и не подкупный, и неуправляемый. Ну, пуля ему и все. Нет, однако, вот такая идет канитель. И главное, что на местах именно они. Вполне возможно, что такой проект. Вполне. Ну, вот мы сейчас на эту тему немножко поговорили. А теперь, чем же этот проект может закончиться, если это будет? Вы знаете, вот эта тема, она очень серьезная. Я бы хотел эту тему немножко подробнее рассказать. Чем это закончится? Для нас, вот для славян, для русских, украинцев, белорусов, да и для татар тоже, потому что это тоже арийский народ. Вот. Вы знаете, кто побывал на Западе, кто там пожил хотя бы несколько лет, я с такими людьми встречался, они не могут понять простые вещи. Они не могут понять, почему такая ненависть у западников к русскому народу. Она генетическая ненависть, она патологическая ненависть, ненависть лютая, ненависть жуткая. Ведь русские фактически ничего не сделали такого. Завоевали, были войны, несколько раз Берлин брали, доходили там до Парижа, Париж брали. Ну и что, мы же все им оставили. Если бы взяли бы, забрали, то привет, ребята, это наша земля, теперь мы будем лапти плести и будем хлеб садить. А вы убирайтесь вон в Испанию или куда-нибудь, в Британию можете, вся наша земля, территория. И они же так делают, они завоевали, это наше. Но мы же так и не поступили. Благородно победили того же Наполеона, ушли. И, как говорит Жириновский, ничего с этого не поимели. Да, ничего не поимели. Ничего не поимели, ушли и все. То же самое, правда, Сталин немного тут огородил страну, Советский Союз, государствами соцлагеря. Он кое-что здесь сделал. Но опять в этот соцлагерь не вошла, например, та же Австрия не вошла. Не захотела Австрию, хотя это тоже немецкое государство. То есть не все нормально. Хотя Австрию мы завоевывали, а мы же ее завоевали, однако мы ее отдали опять им. И вот ненависть эта, она патологическая, и причем она вековая. Она веками, она вот это тысячелетия, почти тысячелетия, даже больше, она вот эта ненависть нагнетается, злоба, ненависть, лютое отношение. Вот мы для них это самое страшное, что есть. Я как-то в Москве побывал, зашел к одному КГБшному генералу, мой старый друг, сейчас он на пенсии. Я его спрашиваю, говорю, слушай, папа, скажи, что вот происходит? Ты можешь объяснить? Вот что мы им сделали? На какой мозоль наступили? Что они вот бесятся? Он меня посмотрел, говорит, слушай, я в КГБ отработал столько лет, и знаю только одно. Они нас боятся. Они нас просто боятся. А кто нагнетает этот страх? Кто? Я, говорит, сам не знаю. Никто не может объяснить. Просто нас боятся и все. Ненавидят люто и боятся. Боятся нас немцы, боятся французы, боятся испанцы, боятся португальцы. Те вообще далеко боятся англичане. Турки и те боятся. Турок, я понимаю, их сколько раз били. А этих-то? Ладно, немцев. Англичан. Откуда этот жуткий страх? Кто не боится? Финны не боятся.
Вот финны набили в 1939 году и 43, 44, 45. Ну, не боятся, финны нормальные. А остальные вот так. В чем дело? И вот тут начинается интересная деталь. Такая вот патология, когда начинает какая-то раса бояться другой расы, фактически мы по расе разные совершенно, здесь возникает вопрос, а в чем дело, как объяснить вот такое? Вот я с одним немцем дружил, Курт Зефельд, он с ФРГ, это давно было, еще в Сургуте, он там работал, приезжал оттуда, и то же самое мне рассказывает, то же самое. Потом уезжал, плакал, ты научил меня дружбе, ты научил меня любить, я этого ничего не знал, я не знал, что такое дружба. Мы живем каждый для себя, ты это все, ты что со мной сделал, как я жить там буду, я там не выживу. Я его спрашиваю, ты мне вот это про дружбу-то не надо, ты объяснить, почему вы нас так не любите? Что мы тебе, вот тебе я что сделал? Да ничего, а почему не любите? Не знаю. Он просто не знает и все, он не знает, откровенно, не знаю, вот так, не любит и все. Но какое-то объяснение должно же быть. А объяснение генетическое. То есть ненависть, она, ведь вы понимаете, какая вещь? Ведь есть вещи, которые нельзя воспитать в человеке. Они идут от крови, они идут буквально вот от самого рождения. Человек так устроен с детства. То есть выходит, что западная цивилизация устроена не так, как наша, русская или восточная. Не так устроена, все не так. Все абсолютно не так. В чем дело? Какие здесь, ну, будем так, разногласия вот в этом? А вот разногласия, то есть разница, вот как сейчас, я вот немножко тут работал с работами историков-антропологов, жесткая разница в генетике, жесткая разница в антропологии. То есть получается то, что есть в психологии такой закон, если человек, личность какая-то, осознает свою неполноценность по отношению к какой-то другой личности, он очень редкий человек, который понимает, что он неполноценный, и он способен как-то царапаться, подниматься до уровня совершенного. Вот это редкий человек может, очень редкий. Как правило, возникает ненависть. Возникает отчуждение, возникает зависть, возникает неприязнь, и все отсюда. Вот сейчас вот Марина какой-то фильм там смотрела, я не знаю, как он называется, вот она недавно рассказывала, как в каком-то городе, там итальянский фильм, красивая девчонка появилась, с великолепной фигурой, все мужики там от нее в восторге, женщины ее все ненавидят. И там кончается, бедная там девчонка прошла там 7 кругов ада, только потому, что она хорошо сложена, красивое лицо и просто хороший человек, поэтому она вот так. И получается, они то же самое с нами. И вот если заглянуть в антропологию, в историю нашу, то получается именно вот это. Запад осознает на генетическом уровне, что он неполноценен. Западники это понимают, мы не понимаем этого, а они понимают. Поэтому отношение к русским как к чуме какой-то, которая вот пришла откуда-то там, с востока, на востоке чума какая-то. Вот мне интересно было посмотреть, как работают генетики наши. И получилось так, что я собрал генетический материал вот, у многих генетиков. Вот Богданов, например, да, Пентюхов, Краснов, вот Бунак. Вот Богданов с Пентюховым, они работали еще в царской России, они занимались антропологией еще в то время, еще в императорской. То есть они собрали гигантский материал. Все это мы ничего не знаем об этом материале. Он собран. И получается, что вот, например, тот же Бунак, он исследовал 8,5 тысяч русских на сотни призывных пунктов, он изучал, это же только подумать, сколько нужно черепов промерить. Промерил черепа, он искал следы Орды. Если монголоидная примесь вот, от Орды осталась или нет. И вот, знаете, он нашел. 8,5 тысяч проверил, нашел. Слабые признаки монголоидности, еле заметные, у 4 человек нашел. Потом через некоторое время ему принесли еще у 6 человек. То есть собралось
10, потом еще 2. То есть 12 человек кое-как наскребли на 100 призывных пунктов. Он работал с новобранцами в то время, да? Получается, что у нас монголоидные признаки, они минимальные. Откуда они взялись? Может быть, это от чувашей, может быть, от финнов, может, еще откуда-то, но они минимальные. 50% это русые и блондины. Русые и блондины. Самое другое поразительное, что русского берут с территории Украины, русского берут, украинцы тоже русские, с территории Урала, берут русского с юга, с Дона и берут с Волги. Они абсолютно одинаковые. Берут из Сибири, они одинаковые. 4 типа русских и все. И больше нет. Есть поморский тип, это ильменский поморский тип, расовый тип, да, длинноголовых. В общем-то, они длинноголовые, похожие на скифские. Черепа у них типа скифских черепов. Есть круглоголовые, вот которые вот мы сейчас сидим, сарматы, да. Это сарматский тип, это Валдайская возвышенность, это центральная Россия, вот это юг, да, вот Украина, например. Вот есть переходные типы, еще 2. Все. Когда заглянули в Германию, там получилось, у немцев оказалось, только Восточная Германия, потомки венетов, они оказались более-менее близки к нам. Более-менее по антропологии. Все остальные это монголоидные примеси гигантские. Они в несколько раз больше этих примесей, чем на Руси. Чем Белоруссии. Чем даже на Украине. Украина рядом с Крымом, татары постоянно делали набеги, но на Украине чище, по расе украинцы чище, чем баварские, например, немцы, чем саксонские немцы. Чище. Ни в какие рамки не лезет. Когда проверили французов, вообще получилось. С французами там вообще интересно. Там разные типы французов стали накладывать антропологические типы, как вот листы бумаги в книге, вот 1 на 1, вот лежат эти, и проверять, какой же общий тип. Вот русских 4 положили, общий тип. Причем этот общий тип, он совпадает с типом верхнего палеолита. Вот как в палеолите мы были. Вот верхний палеолит, новокаменный век, это древний каменный век. Неолит, новокаменный век. И сейчас мы сохранились те же. Мы не меняемся. То есть та же самая, вот те же самые 4 типа взаимодействия 4 этих вот типов. Да? А у них там получается такая мешанина, что они не смогли, французов не смогли выявить общий тип. Просто он не получился. Компьютеры отказались работать. Не получается. Они настолько разные. Совершенно. То есть это такой винегрет, жуть. В Германии чуть получше. Оказывается, с нами близки по генетике только скандинавы, датчане, шведы и норвежцы. Но, как сейчас выясняется, это как раз наш ильменский тип, поморский ильменский тип, ушедший туда, это германины и русские, это наш народ. Это те, которые еще недавно говорили на русском языке в средние века. Фактически это Россия. Часть России, которая туда укатила, ушла в Скандинавию, и там она осталась. И вот получается, что же такое? Вопрос, почему в Европе вот такое отношение к нам? Кстати, интересно, на Скандинавии нет такого отношения. Шведы хорошо к русским относятся, прекрасно, отлично, нет ненависти. Норвежцы вообще с нашим народом, это за панибрата, свой народ, это они так и понимают нас как своих. То есть это, но их же мало, шведов горско, норвежцев немного, датчан там вообще сейчас не остается. Вот такая петрушка. А вся Европа, англосаксы, вся Британская империя, ну, не будем говорить про Испанию, потому что с Испанией это отдельный вопрос, там практически уже белой расы нет. Вот, ну, вот Франция, например, Италия, Югославия, там в Югославии славяне, но по расе они совершенно другие. Язык, да, славянский, но раса другая. Раса, это так называемая балкано-кавказская раса, она другая совершенно. Это раса иберийская, будем так называть, или картвельская раса. Другое строение черепов, другое все. И вот, если копнуть глубже, получается, что огромные примеси вот этих вот картвелов или иберийцев приняли, вот генетические примеси приняли европейцы примерно в 3-м тысячелетии, во 2-м тысячелетии и вплоть даже до 1-го тысячелетия. И даже в средние века этот процесс генетически шел, смешение иберийской расы и расы нашей.
Что получается? Получается то, что центр популяции белой расы, он находится на территории Восточной Европы, на территории России. Мы